Здравствуйте! Сегодня продолжаем тему модернизация мопеда, вернее доработку, будем сказать, мопеда, потому что вот пришел мопедик. Дело в том, что это не как первый ролик, в котором мы устраняли скрип на задних амортизаторах, но я покажу, как надо устранить скрип и на переднем амортизаторе. Я уже это и говорил, и повторяюсь, я в первом ролике повторялся, вроде и масло там есть, а вот он скрипит и все. И я на своем мопеде устранил, и уже не первый ко мне мопед приходит, вот именно с этой проблемой, и я решил все-таки показать, поделиться опытом и выпустить ролик. Тут такого ничего сложного нету, как говорится, все гениально просто. Ну, давайте приступим. Вот этот мопед к нам пришел как раз по поводу именно этой работы, потому что человек уже измучился, он говорит, я амортизаторы задний залил масло, говорит, воздушное охлаждение, как он говорит, я поставил. Вроде бы работает отлично мопед, но вот этот скрип передней вилки достал. Он говорит, я уже раз 5 ее перебирал, смазывал там, но, говорит, она скрипит. И вот я хочу поделиться с вами и показать на передней вилке, как мы будем устранять скрип на этой вилке. Итак, смотрим. Человек жаловался, я еще раз повторяю, жаловался на этот мопед, что на него передняя вилка скрипит. Хотя он как бы ее всю проверил. Вот давайте послушаем. Вот все же прекрасно сейчас слышали скрип передней вилки. Это действительно нонсенс. Я, правда, долго думал, у меня такая же была беда изначально. Я прошел где-то 100 километров, и у меня начала скрипеть вилка передняя. Я, конечно, то же самое проверил, потом смазал, промазал, вроде перестал. Потом опять появился, потом опять смазал, промазал, перестал, опять появился. Потом я литературу перелопатил, посмотрел устройство, будем так сказать, этой вилки. Хотел вставлять пластмассовые втулки для того, чтобы скрип удалить. Но оказалось, как, еще раз повторяюсь, все гениально просто. Вот смотрим конструкцию этой вилки. Вот это крыло, видите, крыло сделано, да, вроде все красиво, аккуратно. Она действительно сделана красиво, аккуратно, все как положено. Вот наша крылышко, да, и когда я делал ее, вилку перебирал, руки были, естественно, в жиру, у меня в смазке все. И, естественно, я, когда ее собирал, руки-то не мыл же, как доктор, через 5 минут. В результате скрип на какое-то время пропадал. А на самом деле просто я руками смазывал, ну, оставлял пятна, которые незаметны, или там протирал, она исчезала. А потом опять появлялся скрип. Сейчас я объясню, в чем причина. Вот кто приобрел этот транспорт, это не доработка заводская, это просто так получилось, такая конструкция, и она вот, вот смотрим сюда повнимательнее, если можно вот увеличить вот эту часть. Вот видите, вот здесь на крыле приварена вот такая дуга, такая буква П-образная, она как круглой ее не назовешь, но она какая-то квадратная, да немножко согнута. Вот она выполняет как роль струны на, будем сказать, на скрипке. Через нее проходит троса. И когда троса вот так двигается, сейчас их не видно. Казалось бы, ну нереально, да? Вот я про что говорю, нереально. А это на самом деле так и есть. Вот они об нее трутся при езде. И начинает выполнять роль струны. А само крыло выполняет, как у гитары, резонатор. И в результате такой скрип получается странный. Как будто не смазанная тележка, как будто у вас разбитая какая-то, а не мотоцикл. Вот сейчас мы, кто не хочет заморачиваться, в принципе-то, можно вот эту струну, так будем сказать, крепление, это отрезать и выбросить чертям собачьим, и все. И на этом он забудет, ну тогда будет троса бегать по другому месту, потому что крыло это специально сделали, потому что руль у мопеда или у мотоцикла поворачивается без разницы, как его назвать. И он в результате будут немножко как бы троса расходиться, хотя это не принципиально, все равно будет мопед работать без этой ерунды. Ну, так как я и говорил, мы делаем все легко и просто, своими руками, ломать мы ничего не будем, мы просто сюда вставим кусочек шланга. Уверяю вас, скрип пропадет. Я сейчас это буду делать и буду демонстрировать, как это делать. Тут ничего такого сложного нет, я уже заранее подготовил резиночку, кольцо уже вырезал. Можно купить в магазине готово, можно кусочек шланга поставить. Без разницы, скрип у вас пропадет. Это я специально опубликовал, потому что уже не первый мопед приходит ко мне вот именно с этой проблемой. И я, чтобы люди не мучились, тут работы как таковой нету, а дело именно в этом, а не в самой вилке. Смотрим.
откручиваем первый трос тормозной. Вытаскиваем. Можно даже не вытаскивать, я неправильно сказал. Просто открутили, откручиваем стопорный болт, который держит у нас тросик спидометра. Вот мы его тоже откручиваем. И вытаскиваем тоже трос. Вот я уже заранее подготовил, со шланга выточил такой, болгаркой отрезал, обточил на наждаке. Вот это вот всю. Потом взял, пропилил болгарочкой паз. Можно купить готовую, а я думаю, что в магазинах продаются, будем вот так, хочу вот так вам показать. Они думают, что в принципе для машин отдать 30 рублей, там 20, и поставить, и все, голову не ломать. Вот. А можно просто кусок шланга, как я сейчас сказал, такой длины, вставить. Потому что я так делал, и люди ездят до сих пор с этими шлангами, ничего, нормально. Вот так вставляем. Первый трос пропускаем спидометр, он самый толстый, в дырочку. Потом пропускаем трос тормозной, он потоньше. Все. Теперь мы ее вставляем, саму резинку в эту. Ну и вот, мы поставили нашу, у меня что-то она какая-то тугая получилась, но вообще-то потоньше, конечно, можно, да не можно, а нужно, чтобы не мучиться вот так вот шланг это вставлять. Все, и теперь ставим на место наши троса, ну, на свои посадочные места. Приподнимаем колесо, так, приподняли колесо, теперь мы ее как бы так крутанули и вставляем тросик под... О, все, влез. Теперь опять фиксируем на место болтом стопорным. Теперь мы вставляем тросик тормоза. Регулируется он очень просто. Каждый регулирует его под себя, но я сразу подскажу, ну, скажу, как я лично делал, не знаю, как каждый под себя, но я считаю, что передние тормоза должны быть мертвые. Потому что вся нагрузка в основном идет на переднее колесо. Это было всегда и везде, даже на машинах. Вся сильно идет нагрузка, идет на передние тормоза. А потом, когда загружаются передние тормоза, это я про машину рассказываю, включаются задние. Так и здесь. Вот так крутанули. Туговато, видите, она не крутится. Чуть-чуть отпустили. Туговато. Еще можно ручкой ее прожать, прослабить. Потому что как бы трос немножко прослабляется. Во. И вот так вот смотрим. Все, колесо крутится, все работает, тормоза работают. И слушаем вилку нашу теперь. Смотрим, как она терпит или нет. Опускаем колесо. И смотрим, слушаем, то есть не смотрим, смотрим и слушаем. Скрип исчез. Вот так легко и просто и быстро мы сделали мопед наш. Так, я хочу пожелать всем удачи. Если у кого есть такая или возникла проблема, то страшного ничего нет. Сегодня вы видели, я продемонстрировал. Убрать этот скрип элементарно просто. Желаю всем удачи в своем построении. Итак, всем пока. Сергей, Волгоград.